что, дорогие друзья, выбрались мы наконец-то на речку Вятку нашу полным составом. Ну, почти полным составом. С нами сегодня в гостях на рыбалке на реке Вятке молодой человек. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Эмран. А вас как, господин? Тимур. А вас? Самат. А тебя как зовут? Салават. Ну и, собственно, Рузиль, наш красавчик. Айрат уже все знают. По его мускулистому телу все его узнают. И с нами еще тоже мой тесть Бабай. Где-то он там пошел ставить закидушки на сама. Целый день на солнышке жарил печень на улице. Да, чтобы он провонял, протух. Вот. На наше место не получилось добраться. В силу того, что погода стоит хорошая, там всю неделю 30-ка стояла жара. И все места заняты, пришлось проехать дальше нашего места. Вот такое более узкое место, машины 3 поставили. Теснимся здесь, но тем не менее лучше, чем без ничего. Наш юный кук будет готовить сосиски жареные. Завтра опять нам покажет, как нужно ловить рыбу. Я на это надеюсь. Вот, погода шикарная, детишки рады. Он помогает надувать лодку. Лес, конечно, прекрасный. Такие столетние пальмы тут растут. А, смотрите, что это, дуб, сосна, что это такое непонятное, тополь. Что-то необузданное, что-то свежее. То, что мы ранее не видели, это просто прекрасно. Вот. Смешивать плохо. Фокус из-за дыма уходит. В общем, план таков. Сейчас быстренько кушаем. Тимур он какие-то ракушки уже собрал в воде. А, на берегу. Вода, кстати говоря, ушла. Я не знаю, здесь нам не видно. А вот здесь вот видно. Вода ушла. Вот в сентябре примерно такой же уровень воды был в прошлом году. А здесь уже вот 10 июля, 7-8 июля сегодня. Может, просто отлив действует? Может быть, отлив действует. Вот, ну, уровень воды намного ниже в этом году. Видимо, из-за того, что сухо, может быть, я не знаю, с чем это связано. Но вот так. План на завтра. Сегодня, грубо говоря, отдыхаем, кушаем. Рано утром всех детишек кладем в лодку, в спальный мешок. Они дальше будут спать в лодке. А мы тем временем попробуем походить вот по той горе, по нашему излюбленному месту, и порыбачить. Такой вот примерно план. Как дальше будем просвещать. Сейчас мы наедимся, потом мы не захотим плов готовить. Ну, плов готовить хотел Айрат, поэтому все вопросы будут к нему. А, сосисочки вкусные, все, он мусор сразу, мусорный пакет. Все культурно, все красиво. Идеально, смотри. Идеально просто, это просто перфекто. Не жарится, да? Да, не плавится. Далеко, да. Потом если что уберем. Дым. Что с ним? Что делать? Дым подсвечивать. А можно я буду это делать? А можно я буду? А может ты в машине пока посидишь, погреешь? Работа кипит в лагере. Тимур дрова собирает, да. Молодец.
Ну давай двигайся. Сосиски поели. Тебе место, но... Что, не видишь? Довольны. Разговоры у костра. Греется. Тимур, толстовочку может? Холодно? Холодно сегодня так. Ну ладно. Ты как тоже... Ну что ж, самые мелкие ушли спать. Остались, как сама сказала, роботы. Но эти роботы тоже сейчас пойдут спать. Бабай там дальше рыбачит. Время уже 12 часов. Через 3 часа вставать надо, баньки. Там так горячо. Айрат все-таки он намерен приготовить плов, я так понимаю, или мясо просто шашлыки. Плов без масла. Да, мы подсолнечное масло забыли, поэтому эксперименты. Они выполняются. Как сказал Тимур, Катика, включай телефон, снимай давай. Утро доброе. Всем доброго утра. Всем доброе утро. Все в сборе. Где Самат? Самат только. Ага, утренний марафет, туалет. Ох, время где-то 5 утра, наверное. Плюс-минус. В 3 утра проснулся, не получилось. Все из-за Айрата. Спит долго. Уровень воды видите, да? Сентябрь прошлого года. Вот, наверное, вот по этой дорожке мы лодку туда на мыс доведем. И оттуда уже поплывем. Лодка надута. Плов готов. Чайник кипит. Амран вон за обе щеки. На природе все вкусно. Эмран, вкусно? Угу. Как спалось тебе в лодке? Нормально? Нормально. Рузельбей? Я замерз. Замерз? Я в палатке спал. Я не Если замерз. бы я спал бы в мешке, я бы не замерз. Так я замерз. Просто люди же на земле делятся на две категории. Одни как плоскоземельщики, которые типа надо спать в палатке, а остальные как бы этот в машине. Сейчас плов поедим, все будет хорошо. Да, сейчас чай, плов, все будет хорошо. Я взял масло, что можно. Давай, да, приятного аппетита. Здесь тоже проснулся. Лег позже всех, проснулся раньше всех, убежал. Дальше ловить самов. Звуки утреннего леса. Звуки спиногрызов потом надо будет убрать. Звук, ага, отключается. А вот, собственно, Бабай. Пришел с рыбалки. Спал пару часов, Бабай халяр. Не видишь, что у меня есть факел? У Тимура есть факел. Как клев? Клев есть, рыбы нет. Рыбы нет, да? Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода, и как кто-то работает. Трое смотрят, один собирает лодку. Остальные едят, а я снимаю. Один даже
просто закапываются. Мотор, может, поднять надо было? А мотор не подняшься? Нет. А вы мотор не хотите поднять? Чуть полегче пойдет, точно. Я просто его оставил так. Попробуем дубль 2. водитель. Не намного легче стало. Да, Ильнура. Я посчитал, что вышел Ильнура. Да. Качки. Все, без кик-тык. Да, здесь эти. Ну что, первый выход. Детишки, Тимушки. Сколько нас в лодке? 7 человек, да? 7 человек в лодке. Сейчас немножко будут покатушки. 8 еще, ага. Это твой мяч, мы его сюда не потеряй, ладно? В воду не кидай. Пусть лежит, пусть лежит. Салават. Еле как вышли через эти барханы, толкали. Айрат искупался, пришлось. Потому что вроде чуть глубина, проходишь, а дальше опять лодка дном цепляет, встает. Вот сейчас детишек будем катать, обучать рыбалке. Давай зажжем, бродяги, свечи, за тех, кто в зоне остался вечен. Как ощущение, как первые впечатления от совместной с сыновьями поездки? Прикольно. Это наш первый опыт на рыбалке с детьми в таком большом составе. Спасибо еще раз Айрату за то, что это все замутил. Во-первых, спасибо за то, что все-таки уговорил нас купить такую большую лодку, чтобы можно было вот в таком большом составе смело кататься, не боясь там в тесноте держаться. А так интересно, мы вот учимся, Тимурик палец обжег, там факелы, ночью сосиски покушали, ребята вот спали в палатке, мы спали в машине, Тимур вроде как даже понравился, он тоже в меня, в машине спали, хорошо, утром в 3 часа будильник выключил, я и дальше спать, Тимур говорит, надо, говорит, типа, пошли, говорит, на рыбалку, я смотрю, еще вроде все спят, я говорю, давай еще подождем, он говорит, нет, надо, что-то вышел, посмотрел туда-сюда, и уже я смотрю, через часик, наверное, уже все начали шевелиться, уже костер. Айратику спасибо за ночной плов, он до 2:30 утра готовил плов, это когда уже все мы, в принципе, спали. Мощный плов без масла, это его новый рецепт, он сейчас всегда даже дома будет готовить без масла, как он сказал. Вот. Нет, пока Тимур не клюет. Вот, поэтому все классно, детишки вон вырубаются один за одним. Салават, держись! Вон бабай, Маша, привет, бабай! Ага. Что на другой берег? Baby, I can see you around, but you know why the destination. На! Висиль! Человек в лодке. Да. Сейчас Как настроение? Будут покатушки. Как настроение? Нет, еще 8. 8 еще, ага. Мотор прогревается. Это твой мяч, мы его сюда. Не потеряй, ладно? В воду не кидай. Пусть лежит. Салават.
Попался рыбка. Мотор, Тимурка, держи ровно. Ручку немножко вот сюда. Вот. Влево. Ага, влево. Толкай его влево. А вот у нас и первая поклевка. Форс. Перепохлёст. Рыба, слушай. Хорошо, что я снимал. Выключаем мотор. Да, вот перехлёст, по-любому надо выключать. Перебрать. Смотри-ка, какая рыбка. Айрат, а бы поймал рыбку. Кто-нибудь этот мы не взяли, да, пацак? Тимур, за что-нибудь держись. Сейчас Айрат а бы будет рыбку таскать. А, только так всего-то? Ага. Кукан с моей стороны. Я был прав, что это судак. Но ты уже профессионал. Так, вот здесь с этой леской аккуратно, теперь с моей. Салаватик, держись, ладно? Так, не вставай, центр тяжести вниз, ножки вниз, опусти. Ушел, что ли? Эх! Но рыбка была. Потрогал, уже считается. Это нормально? Это нормально? Все видели, доказать, что Все видели, да. главное, у нас есть видео. Конечно. Где-то пиликать нам надо сейчас. Запикать. Да, сейчас я свою вымотаю тогда и едем дальше. Начало положено, рыба есть, клюет. Детишки счастливы. Смотрите на счастливые лица детишек. Все. Что-то мелкое попалось. О, рыбка. Судачок. Ура, мы его будем есть. Мы его отпустим, он же маленький, Тимур. Можно его хотя бы потрогать? Потрогать можно будет. Как же он зацепился-то. Так, Тимур, присядь. Сейчас я его, не доставая в лодку, попробую достать. Держи. О, красиво. В жабры, конечно, воткнулся. Конкретно. Вон Тимур ведет. А? Тимур, я тебя сегодня. Да? Все, сидим. Сиди. Давай, заберем. И у нас вторая рыбка. Давай, заберу. Где? Ребят, у нас вторая рыба. Ура! А мы будем ее есть? Если хочешь есть. А что будет? Ты тоже будешь есть? Извини, ушел. Твой папа поймает. Или опять упустит. Все, сидь. Подержи, хотя попробуй. Где рыба? Ну, ты сам достанешь? О, Вот же, смотри. Судачок. Мне кажется, он в два раза больше, чем у нас. да. Это чуть-чуть побольше. Чуть-чуть. Увеличиваем ставки. Но Во, закрой рот. закрой рот. Он сделал вот так. 1-1-1. У нас 1-1-1. Салават, брат, держись за ручку. Пожалуйста. Аккуратненько. А, красавчик. Крепко сел. Вообще конкретно. Просто рыба лежала, спала на дне и просто за хребет его кидыш. У тебя сошел, что ли? Нет, Сошел, похоже. Сошел? Вот ты, главное, когда сказал,
Глубина 6,8, почти 7 метров. Мы надеялись, что детишки с утречка будут спать в лодке, и мы спокойненько порыбачим, но не тут-то было. Спать хочется нам, а дети полны энергии. Что-то прыгают, бегают тут по лодке, в футбол играют, вон где-то мячик. А мы полусонные. Ну что ж, ребят, нарыбачились, сейчас идем на остров. Воды, как мы говорили, стало намного меньше, остров удлинился, вот прямо мыс. Прямо отсюда, прям эти ребята какие-то палочки воткнули, чтобы было видно, чтобы не воткнуться на моторе. Люди отдыхают, загорают вон с семьями. Сейчас мы постараемся к ним тоже присоединиться, немножко искупаться, отдохнуть. Детишки, чтобы по песку побегали по горячему. И после этого уже обратно, наверное, пойдем в сторону дома, в сторону базы. Вот. Красота. Погода шикарная, уже солнышко начало конкретно припекать. Под нами где-то метр глубины. Идем на малом ходу. В итоге они глубину, да, кидают? Да? Наверное, да? Блин, обходите, пошли придется. Можно обойти далеко. Слева обойти? Так и так можно. Право, широко, ракушки ищите? Да. Ну вы монстры. Вот так. А вы можете по следам посмотреть. Вон, видишь, следы у ракушек. Вот там вот живая ракушка. Это живая. Вот. Открывайся! Давай уже. Я хочу. Вот смотри, вон, видишь, у нее следы. Вот она шла. Вот еще одна, смотри. Вот, видишь? Попробуй, подними ее. Она не кусается. Папа! No. Ничего страшного. Вот на такой остров мы выбрались. Этот остров находится посередине Вятки прямо. С правой стороны есть глубокие места, с левой стороны тоже достаточно глубокие. Там дальше есть острова, даже есть острова, на которые можно на машине проехать. Ну вот сюда мы иногда выбирались, да, тоже. Папа, Да, Улам? вот где пылает. Вон там чутку какую-то.
Вот мы на берегу Слепни. С этой стороны не глубоко. Ребят, на ракушки не наступайте, детишки. Смотрите. О, Тимур у нас нашел еще ракушек. Я тоже там Вода, кстати, 24,5, по-моему, градуса показывала. я сделаю вот Верни ракушку в воду, она же умрет без воды. Ого, здесь какое-то озеро. Прохладно. Тимур у нас любитель собирать. Рузель у нас отдыхает на рахате. Вот такая прозрачность воды. Поехали! Ну что, ребята, погуляли мы по острову, искупались, детишки довольные. Сейчас идем по течению, но против ветра, волны. И на самом деле получается, что ветер сильнее, чем тяга волн. Нас, если вот мотор выключить, нас больше волнами обратно откатывает по течению, против течения точнее, чем течение по ветру, против ветра. Ну вы поняли, короче, что-то сложная комбинация слов, простите. И вот сейчас вот этих товарищей пройдем, здесь они что-то ловят, и закидываемся и идем в обратном направлении. Глубина что-то здесь странно маленькая, там 2-3 метра. Что-то температура воды, говорит, на 1 градус выше стала. Уже 25 градусов водичка. Да, теплые, искупались, кайф. Кайф, вон там этот какой-то плот, что ли, баня, что ли, какая-то. Да. Вот. Что-то странное, что-то здесь ловят. Может, перетягу ставят какую-то, непонятно. Очень многолюдно здесь стало. Раньше не так много народу было. Я не видел, чтобы здесь там перетяги какие-то ставили, сеть. Сейчас очень быстро, в силу, наверное, интернета, там, я не знаю, или популяризации вот такого вида отдыха, очень быстро любое место, которое ты находишь, такое вроде как безлюдное, малолюдное хотя бы, через пару лет сразу же народ заполоняет просто. Детишек намазали кремом, просто в ведро крема окунали каждого из ребенков, и все, чтоб не сгорели. Рыбаки на Волге. Сейчас еще целый час-два собираться, все открывать, домой. Здесь стало глубоко. Ха-ха-ха-ха-ха. Так наоборот, давайте там не глубоко. Ладно. А то меня сейчас много, если болтать буду, меня выкинут из лодки. Ай, аккуратно, всем сидеть. Всем держаться. Вот такие вот барханы. Сентябрьское время воды. Видимо, из-за того, что дождей нет. Дождей не было, я не знаю. Месяц, может быть. Ну, таких прям конкретных, там, я не знаю,
тучка приходит, проливает, уходит, но таких прям, чтобы затяжных дождей не было. Может это влиять. Не знаю, может быть, кто-то нас смотрит выше по течению. Может, он подскажет, может, там что-то где-то в Кировской области что-то там случилось. Вот ребятам тяжело, конечно. Я мысленно с вами, ребята. Я вам помогаю. Тимур вам помогает вон веслами по воздуху.